Каждый, я думаю, нет, да нет, задумывался. Дизайн один и тот же. Но одна марка, один концерн, один чертеж. И рестайлинговый автомобиль стал более восточным, а для кого-то более агрессивным. Своевременное обслуживание и качество материалов, и никаких проблем у вас не возникнет с этим двигателем. Он не огромный, но и не мини, как многие паркетники. На тот момент покупка, доставка, растаможка стоила в сегодняшний момент, когда Б-класс начинается от 20. Капот, правое крыло, фары. Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет об этом рыжем красавце. И еще одна тема разговора, которая касается этот автомобиль, в частности, да и много других автомобилей и нас с вами, потому что мы часто об этом думаем, планируем, знаем об этом. Это популярно, актуально и... Каждый, я думаю, нет, да нет, задумывался. Это покупка автомобиля из США. Герой видео, как вы поняли по названию, Chevrolet Equinox. Автомобиль выпускался с 2017 года по 2020. Наш 2018 года автомобиль. В 2020 был проведен рестайлинг, как обычно. Бампера, фары, решетка радиатора поменялась, уже 19-е. Диски на нем стояли. 8 вариантов окраса у автомобиля. Фары на рестайлинге уже стали, по последнему слову моды, узкие. И рестайлинговый автомобиль стал более восточным, а для кого-то более агрессивным. Хотя внешность именно этого автомобиля мне напоминает, вернее, Atlas. Первый немного напоминает внешность этого автомобиля. Что вот Atlas Touareg, видимо, вот Atlas из этого автомобиля срисовали, потому что форма фар, так решетка, есть общие черты. Видимо, на мой взгляд, по моему мнению, сперли и отсюда. Внешний автомобиль красивый, сочный, есть что-то свое, свои индивидуальные черты. И не такой он огромный, как кажется на фото, на картинках кажется, что прям громадина. Он не огромный, но и не мини, как многие. Достаточно у нас популярен, потому что продается 214 автомобилей. Начинаются цены от 17, ну 16 800, 16 700, вот так, до 27 тысяч долларов, до рестового экземпляра. Конечно, все зависит от двигателя, пробега, комплектации, кто как доработал свой автомобиль. Стандартные, типичные причины. Есть и еще и аварийные машины. 12 300, 13 тысяч долларов, да, вот битые где-то в бочину, где-то вот дверь снесли, тоже сбоку, боковые удары. Ну, короче, привезенные из США сюда под восстановление. Уже привезенные, доставленные для выкупа. Но если покупать такой автомобиль за 12 там, с чем-то, восстанавливать, красить, ну, где-то он в 17 вам не выйдет. Ну, конечно, чуть дешевле, это я уже утрирую, но тем не менее около этого. Конечно, можно заморочиться, если очень хочется. Главное найти недостающие элементы, потому что по запчастям это всегда больной вопрос. И того, кто вам это сделает. Если вы сами занимаетесь, то, конечно, неплохой вариант на этом заработать. По ходовой. Спереди, разумеется, Макферсон, как и у всех конкурентов. И сзади многорычажка. Только все зависит от привода. Здесь передний привод. Были версии с подключаемым полным приводом, задней осью подключаемой. Так же, как и у конкурентов. Так что... конкретных отличий здесь нет, только за счет физики, размеров автомобиля и жесткости пружин амортизаторов. Все. Поэтому здесь принципиальной разницы вы не увидите. Теперь по истории нашего героя. Автомобиль куплен в 2021 году осенью. На тот момент покупка, доставка, растаможка стоила 8300 долларов. На тот момент. Автомобиль был ударен вперед, но как-то боковой больше удар, потому что было повреждено классика, бампер фары, капот и правое крыло. Левое крыло осталось целым, и оно родное. Ну, конечно, замяли немного телевизор, но вот, видимо, больше как-то сбоку автомобиль был ударен.
никогда не нужно недооценивать масштаб удара, потому что на первый взгляд, ну что там, капот, крыло, бампер, там фары, да, понятно, купим, поставим, покрасим, все будет хорошо. Но ясно то, что от удара поврежден телевизор, его нужно восстанавливать, либо покупать новый. Повредились также и радиаторы. Ясное дело, потому что удар лобовой, это тоже понятно, радиаторы. Но от удара лопнул корпус турбины. Ну, турбина была куплена с новыми датчиками, патрубками полностью. Новые китайские радиаторы, новый китайский телевизор. На все про все $550 уехало на это все. Ну а дальше сам товарный вид. Капот, правое крыло, фары, бампер, покраска всех этих элементов. Итого $1500 уехало на это все. И автомобиль был восстановлен. Автомобиль покупался для себя, не для продажи, поэтому владелец обработал стаканы, днище эпоксидным грунтом и покрыл дinitrolом. Вот эти пороги, это уже владелец дополнительно установил, их не было. Но сама по себе комплектация автомобиля неплохая. Во-первых, интересный цвет. Не белый, не какой-то там светло-синий. Вот этот я не люблю такой цвет. Опять же, есть панорамная крыша автомобиля. То есть не совсем он пустышка по комплектации. В результате покупка 8300, восстановление 2250. Получаем итоговую сумму 10550. Неплохо за трехлетний автомобиль с турбодвигателем. Но это на тот момент. Это, конечно, приятно уху слышать, привлекательно, актуально. Но сейчас, насколько я знаю, доставка 2 раза дороже, плюс дороже запчасти. И, конечно, все зависит от самого автомобиля, от масштаба катастрофы и, разумеется, от комплектации. В целом автомобиль, ну, хотя это не так влияет, но в основном важен удар. Но все равно косвенные признаки есть: комплектация, оснащение и пробега автомобиля. Сейчас это будет где-то в районе $15 тысяч. 15-15,5 нужно иметь. Да, вы можете заниматься сами восстановите, то есть за работу вам платить не нужно. Запчасти, может, вам тоже кто-то подгонит, вам повезет. Но если тут везение, самостоятельную работу убрать в сторону, взять сугубо расчет, тоже доставка без всяких дружеских скидок, запчасти тоже без везения и работу у мастера, то примерно 15-16 тысяч долларов нужно иметь на кармане, чтобы вот собрать такой автомобиль. То, в принципе, как они начинаются, есть это рациональное зерно, потому что 16 900 они начинаются, и если в 15 уложиться, то достаточно неплохой вариант для себя на каждый день, почему бы нет, ну или для продажи. Это сегодняшний момент, когда B-класс начинается от 20. По двигателям здесь 1.5 и 2.0 турбовые бензины, то же самое было и на Malibu, и также на Malibu было 1.8 гибрид еще. Про 2-литровый я рассказывал там, но в принципе нет таких уже серьезных отличий, особенно когда автомобиль до 100 тысяч километров, даже до 150, нету таких слабых мест. Почему? Потому что еще автомобиль не на конце своего ресурса и не так это критично и страшно. У нас 1.5 турбо, 173 лошади при 5600 оборотов, 275 крутящего с 1500 оборотов, 74 поршень, ход 86,6, то есть автомобиль длинноходный и снизу чувствуется эта вот тяга его. Степень сжатия 10. По своим каким-то недостаткам здесь как таковых нет. И особо не нужно бояться двигателей там до 100 тысяч километров в целом автомобиля, а двигатель 150 спокойно отходит без каких-либо проблем. А то и более, если, конечно, не экономить на масле и топливе, потому что от плохого топлива, если вы 92-м паленым будете поить, возникает детонация, вы развалите двигатель. Поэтому турбодвигатель ни о каком 92-м речь, конечно, не идет. Хорошее масло, во избежание масложора, и турбина дольше живет, опять же, от качественного масла.
А так обычные бензиновые проблемы. С возрастом, конечно же, какие-то опоры выйдут из строя, будут какие-то подтеки. ГРМ цепной ходит примерно 150 тысяч, там уже потребует вмешательства. Но опять же, это все зависит от эксплуатации автомобиля. По коробке у нас автомат классический, гидротрансформатор. У автомобиля 96 тысяч родного пробега, поэтому никаких проблем вообще ни подтеках, ни запотеваний никаких нет. Везде ровный слой пыли. Своевременное обслуживание и качество материалов, и никаких проблем у вас не возникнет с этим двигателем. Багажник небольшой, но и немалый, примерно как у X-Trail. В салоне как в Malibu, только сидишь повыше. Дизайн один и тот же. Но одна марка, один концерн, один чертеж. Приборка все то же самое, как в Malibu. Единственное, что, как заявлено в максимальной комплектации, здесь мягче пластик. На самом деле нет. В максимальной комплектации точно такой же пластик, такой же по жесткости. Единственное, что у нас здесь пластик, а у богатой комплектации, как у Malibu, обшивка кожей. Вот и все отличие. По рулю 96 тысяч километров пробега. По рулю это уже чувствуется, уже начинает блестеть. Управление круизом, звуком на аудиосистеме, пунктами бортового меню, громкая связь. Хромированные вставки эти еще не пооблизали, не поцарапаны. Они в очень хорошем состоянии. Конечно, это не Geely. Где-то на 33 тысяч уже царапин, уже хром-то слезает. Рули удобные, трехспицевые рули. Мне лично нравится этот дизайн. 8-дюймовый дисплей, если я не ошибаюсь. Можно с Bluetooth подключить свой телефон. И с телефона здесь все клацать. То есть все по классике. Подогрев сидений, направление потока воздуха. Классическое управление климат-контролем. Ничего нового. 2 подстаканника, электроручник, что многие боятся. Удобный подлокотник. Двойной. Достаточно глубокий. Есть еще 2 USB входа для зарядки вашего телефона. Также еще 2 здесь. И розетка 12 вольт также еще и здесь есть. До переднего кресла еще места хватает. Тонировка приятный бонус. Летом немного хоть поможет. 2 подстаканника, классический подлокотник. Не сказать, что прям жесткий диван. Кожу я не люблю, так что ткань не вполне устраивает. Обдувы задних пассажиров. Еще 1 розетка. Еще 2 USB входа для зарядки ваших айфонов, андроидов, кому что больше по душе. Есть вставка из кожзама. Место над головой немного еще есть. Панорамная крыша. На дальняк на ней достаточно комфортно будет ехать, потому что все же спинка так хорошо откинута, полулежа, так растянувшись, здесь можно сидеть. Особенно если не сильно рослый водитель и кресло чуть вперед еще пододвинет, то вообще можно тут спать. Но все равно снизу она идет нормально. Некоторые люди жаловались там на задумчивость, при переключениях. Да, на больше шире Coolray, тоже 1.5, тоже примерная мощность такая. Но за счет робота Coolray быстрее, чем она на автомате, то этим секунд она и проигрывает. И плюс объемней. Опять же, на стыках, по прямой она стандарт, как обычные кроссоверы-паркетники. Тот же Coolray, все идентично, примерно они все также на этих стыках подпрыгивают. Шум моторок примерно, все такое же самое практически. Единственное, что она может чуть мягче, что она пошире, подлиннее, с колесной базой именно. Чуть сделано по полу и по задним аркам, изоляция положена. Но только по полу до передних сидений. Есть ощутимая разница. Coolray, да. Внутри отделка лучше. Да, там материал чуть-чуть помягче у Coolray, но именно все равно багажник вообще... Нет, там нету. Да, там сумку поставишь и все, и забудь про багажник. Так он вроде на картинках он выглядит хорошо, но подходишь, это такой милипас полностью. Это, я бы Coolray сравнивал с Buick Encore. Да, но он уже очень мало. Этот уже там Peugeot 5008, вот да, он подходит по размерам, по масштабу. Вот он у нас был. Угу. Там, да, там же по габаритам. Там Peugeot преимущество, все эти складываются сидухи, там всякие положения, можно салоном играться. Все что угодно под себя и для себя, для перевозки каких-то вещей можно все складывать. Но
1.6 дизель, да и Peugeot такой немного гламурный, скажем, в каком-то отношении. Там, да, там надо иметь именно, быть поклонником, иметь вкус к этим машинам и желание. И опять же, его невозможно купить с пробегом там 50 Да. Там дизель сразу 200. Да. Ну, могут скрутить на 110, чтобы глаз порадовать, да. А по факту... Ну, конечно, 3 человека в салоне до 3000 крутит, 80 быстро набирает, в принципе... За глаза хватает динамики по городу этой машине. Не расход 12,5 по городу, но в принципе у Camry 3,5 был, там тоже 11,8, 12,5. У X-Trail 2,5 атмосферник, у него тоже около там 13. То есть, ну, по расходу, смотря как ехать. По этим всем каталогам якобы там 10,0 это расход в городе якобы заявлен. Но там надо, не знаю, там на круизе 1500 держать и ехать, чтобы те все обгоняли и сигналили. Но 12,5 динамичного стиля я сейчас сам подкидываю в 3000, меньше 3 я не кидаю. 3 человека в салоне под сотню, то есть такой расход примерно и будет. По-моему, Coolray то же самое, всех этих паркетников, всех одинаково, там 10 и больше 10, там 10 никогда не получается. По шумке, ну так, все от арок, все зависит от шин. Но так в основном все по шумоизоляции, по этим стыкам, по мягкости ходовой. Ну все примерно среднее, как у всех паркетников. Единственное, уже там предпочтение на дизайн, на расположение каких-то кнопок. Именно там по объемности, там может Coolray в поворотах чуть-чуть лучше будет, потому что этот больше по факту. Если что касается расхода, то, как мне кажется, если вот действительно прошить коробку, она чуть быстрее будет. Потому что сейчас она так плавно 3-3,5, так секунда замедления переключает на следующую тахометр падает. Если действительно прошить, чтобы, ну, конечно, ресурс коробки меньше, она будет меньше жить, но переключение будет острее, быстрее, и, соответственно, должен расход упасть, потому что не будет провалов и снижений на скорости именно в городском. Хотя в городском потоке это не так особо и бросаться в глаза. Хотя в городе в основном это и надо, когда щелкаешь туда. Потому что по трассе там, если вот кинуть на круиз и идти 120, да, там без разницы. А здесь на переключениях именно вот расход за счет этого и прыгает. То есть до 11 может и можно скинуть. Ну, 11 хотя бы и 3, там 11,5. Ну, на литр примерно, я думаю, в среднем можно скинуть. Потому что вот эти все роботы, вот, чем выигрывают скоростью переключения. Там 0,15, по-моему, секунды на переключение. Поэтому они за счет этого щелкаются и прыгают. Вон X-Trail, кажется, больше масштабно. Сейчас справа X-Trail проехал, недавно его снимал. Ну, по форме примерно такой же. Там 2,5 атмосферник, но тоже там, ну, атмосфера и турбо это разное понятие, потому что там он вроде бодрый снизу, но здесь именно вот турбина ощущается, сразу начинает крутить, сразу вот эта тяга есть. Там более плавно такое, ну, более японский стиль, конечно. Эти атмосферники, надежность там. Хотя до 100 тысяч километров надежность вообще роли не играет. Только если какой-то заводской брак, да. А так все машины одинаковые, там до 100 тысяч ни одна не мелкая. Люди хвалят управляемость машины, плавность хода и достаточно упругая его подвеска. Не жесткая, но и не колыская, не такая уже мягкая, чтобы автомобиль раскачивался. Он хорошо, как это возможно кроссоверу такого класса, настолько хорошо он управляется. Преимущество кроссовера: я выше сижу, я вижу все, и я уже прогнозирую свое движение. Где там я перестроюсь, куда мне ехать. При более резком нажатии 4-4,5 не сказал бы, что уже коробка так задумывается. Нормально, с 3,5 до 4 держит обороты, не скидывает, а до 120 она нормально набирает. Не сказал бы, что она задумывается тупить. То есть тоже от режима движения зависит. Тормоза нормальные, тормоза тоже от 120 до 80 тоже на глазах она кидает, но средний расход держится ровно, ни плюс, ни минус. У машины нет таких уже острых преимуществ перед конкурентами, там, если только какие-то ключевые недостатки, там, скрип салона у кого-то, там, я не говорю про какие-то неисправности в ходовой, в целом какие-то недоработки, либо жесткая сильно подвеска. Здесь подвеска достаточно упругая, как и у конкурентов, управляемость, прогнозированность при движении тоже, да, на уровне, как и у всех. Единственное вот отличие это когда при движении. Вы смотрите на руль, смотрите на торпеду, как вам уже именно действительно дело вкуса. Нету уже таких серьезных отличий, как, допустим, у автомобилей D-класса. У кого-то там
чуть другая ходовая, там расположение двигателя, уже управляемость, другая развесовка. Здесь примерно все на уровне, потому что у всех конкурентов поперечное расположение двигателя, у всех Макферсон задимная рычажка. Зависит все, конечно же, от переднего либо заднего, вернее, прошу прощения, либо полного привода подключаемого. А так, отличий минимум. Хороший автомобиль, конечно, не дешевый, но дешевле, чем все новые Дастеры, эти в минималке на 1.6, бюджетные Каптеры и тому подобные автомобили. Но здесь золотая середина, она вас выгодно отличает от вышеупомянутых бюджетников. И здесь нету риска, азарта такого, как с X5, с Porsche Cayenne за такие деньги, которые из вас будут вынимать последние. Мне никогда не хочется заниматься ремонтами, завел, поехал. На фоне конкурентов есть свои преимущества, где-то недостатки, но суммарно один на одного похожи. Здесь нет таких уже кардинальных отличий. Уже все зависит от комплектации, внешности, на ваш вкус и цвет. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, расскажите нас друзьям. Счастливо!